Так, камера идет. Звук идет? Звук идет. С третьего раза мы сейчас все сделаем. Сейчас я перестану шуршать. Перестал? Угу. Роман, добрый вечер. Представьте, пожалуйста. Валерий Миронов, художник. Вот, пишу уже, работаю где-то около 30 лет. Работаю, как называют искусствоведы, сакрально-метафорического направления. То есть, что это такое? Метафорика – это некий смысл, который переносный, а сакральный, он не сразу открывается человеку. И за 30 лет написал более 1000 разных полотен, больших, маленьких. Но каждое полотно сопровождаю определенным каким-то текстом, который рождается сам в процессе его творения. Потому что достаточно иногда, когда начинаешь что-то создавать, какую-то форму, ты сначала не осознаешь, что ты в ней сделаешь, но пытаешься ее делать какой-то информативной. То есть, чтобы форма себе что-то содержала. Вот. А дальше уже из этой формы потом происходит какой-то, ты понимаешь, что ее можно назвать вот так, а вот эту форму можно назвать вот так. А так как название, опять же, ты над ним долго думаешь, оно не сразу приходит, потому что можно назвать его как-то красиво, поэтично. И отсюда рождаются, допустим, какие-то такие названия. Там не то зло, что сразим, а то, что вскормим. Или, допустим, 3 самурая сидят, в восточном стиле было полотно написано, 3 самурая сидят, и они, у них в руках, значит, один держит руку, ладонь кверху, другой 2 пальцами, третий кулак. А текст родился такого плана. Имеет всякий силу, храбрость и отвагу, но спор решит не меч, а камень, ножницы, бумага. У всякого есть сила, храбрость и отвага, но спор решит не меч, а камень, ножницы, бумага. То есть, грубо говоря, если самураи 3 оба сильно хорошо подготовлены, то выигрыш будет только волей случая. А вот когда спрашивают, а каким образом рождаются такие сюжеты, ну, допустим, про самураев родился давно, когда зимой на машине стал выезжать из мастерской, на Арбате была тогда машина, где-то в 1:30 ночи, машина припаркована, еду по Серебряному переулку со Староконюшного, и навстречу едет другая машина. Вот, где-то 2 час ночи. Мы останавливаемся, не находим, где место разъехаться. И мне товарищ, который в пеня уткнулся на Мерседесе, начинает мне дальним светом сигналить и издавать еще там звуки клаксона. А я-то подумал, ну, наверное, надо отъехать. А с другой стороны, гордыню съелась, а почему-то я. У меня, во-первых, машина больше, впереди бампер, а тенурятник такой металлический. Я вообще могу проехать его, отодвинуть. Мне урон своей машине вообще не нанесу никак. И противотуманок у меня тоже много повешено. Я ему тоже всем своим освещением. Он на меня смотрит, спрашивает, и долго стоять будем? Ну, я ему говорю, если на принцип обоим идти, то до утра, пока вот эти товарищи не разъедутся. Но я тебе предлагаю простой и честный способ. Он какой? Давай в камень, ножницы, бумагу сыграем, да разъедемся. Ну, кто не он такой интересный способ. Давай, выходим, 2 часа ночи, падает снежок, значит, там Москва. Насчет 1, 2, 3. Сначала бумагу выбросили, потом 1, 2, 3. Вот я, значит, опять там ножницы оба. Потом 1, 2, 3. Я камень, он бумагу выбрасывает. Я говорю, ну все, видишь, я проиграл, буду потихонечку отъезжать. Он так голову почесал, говорит, интересный способ решения проблемы. То есть, ну, не обязательно, да, то есть идти вот на конкретный конфликт, вот, а можно решить проблему вот так. И отсюда рождается такое вот полотно. То есть у всякого есть сила, храбрость и отвага, но спор решит не меч, а камень, ножницы, бумага. И вот что интересно, потом сам начинаешь, когда анализировать, смотреть другие предметы искусств, очень сравнивать интересно, когда ты ходил школьником по музеям, и когда ты сейчас ходишь, ты уже можно считывать. Есть такая как бы наука психография, когда по почерку определяют характер человека. Также по почерку можно определить характер художника, который это делает. Ну, мне кажется, и музыканта, и танцора, как он танцует. Да? Либо это «Лебединое озеро», либо он танцует дагестанский танец. То есть характер другой уже в музыке. Вот. И здесь также по пятну, по форме. Когда делаешь форму, она должна быть содержательной. Вот мало кто задумывается, слово «информация» – это то, что взято из формы. Информа. Мы посмотрели на содержательную форму, и из нее что-то вынесли. Если форма в себе ничего не содержит, в ней нет образа, называется безобразие, безобразная форма. То есть она ничего не несет, просто форма как по себе сама есть, она вот такая. И поэтому мне интересно вот за свое творчество делать какие-то работы, которые бы несли бы какой, так скажем, есть такое выражение, вместе, так скажем, с эстетикой формы передать этику мысли.
Хотя это достаточно сложно бывает, не сразу это все получается, некоторые работы переписываешь, некоторые работы уже готовы и на выставках были, а потом смотришь, не удовлетворен, и полотно закрашиваешь, и поверх одного работы делаешь другую. Это опять же будет очень интересная загадка потомкам, когда они будут просвечивать работы под ультрафиолетом, и смотреть под рентгеном, и смотреть, что под одной работой другая, а под ней третья, вот, то есть как бы будет получаться такая загадка. Ну, вот за 30 лет там 50 выставок сделал, выставлялся, это первая крупная выставка была в Швейцарии, в Лозанне 92 года, там Нью-Йорк, музей Милана 2001 года, Арт-Экспо 2005 год, Нью-Йорк, Цюрих, Арт-Цюрих. Ну, а дальше такие выставки, такие маленькие, там по разным странам, то есть это самые крупнейшие такие выставки передаю. Вот. Ну, вот пишу, работаю, так скажем, наслаждаюсь процессом, наслаждаюсь жизнью, наслаждаюсь каждой минутой своего такого бытия, можно так сказать. Это очень приятно. Валерий, скажите, пожалуйста, вы сказали, что вы можете цензировать, либо менять форму, а этику мысли вы переписывали? То есть текст, сопровождающий картину, рождающийся в процессе. Да, было такое, что иногда ты сначала работу называешь, значит, в одном ключе, а потом проходит несколько лет, ты понимаешь, что дай-ка ей эту работу, даже можно форму оставить, а ты даешь этой работе другое название. Допустим, вот у меня полотно вот висит за спиной, это в Нью-Йорке выставлял 2005 года, значит, «Орел и воробей». Они изначально просто назвал вот орел и воробей, да, летят на одном, и назвал картину «Птицы разного полета». То есть, по большому счету, воробьи и орлы летают на разных высотах. Вот дальше начал присматриваться, проходит год, проходит второй, ты видишь, что вот ты понимаешь, что у тебя воробей гордый получился, а орел получился удивленный. Он как бы удивленно смотрит, нифига мимо него воробей летит. А дальше какое-то поэтичное такое название пришло сразу, значит, года через 2, через 3. Назвал так: есть гордость, есть и удивление. Подъем одним, другим падение. То есть, если это либо низко опустившиеся орлы, либо круто высоко поднявшиеся воробьи. И получается уже вот такой вот элемент некой такой дуальности, некой диалектики. То есть там как там диалектика, это древние еще же говорили, что склон он не может быть только спуском или только подъемом. Он в равной степени как спуск, так и подъем. Все зависит от обстоятельств. Поэтому на каждой полотне есть, можно думать так, а можно думать так. И поэтому здесь либо так, либо вот у меня два всадника вот едут, большое полотно. Один со знаменем и с мечом на черном коне, а другой на белом коне. У него там меча и сабли нет, но у него сумки с золотом на коне. И пока пишу, понимаю, вот две цивилизации постоянные, два мира, восточный, западный, да, две культуры. Думаю, а как назвать? Потом раз вот такое, как озарение приходит, и текст такой: закон един, иного нет покуда, когда одни туда, другие уж оттуда. А так как не сказано, кто туда, а кто оттуда, я же не сказал про него, да. То если туда, кто с золотом, то оттуда, кто уже с властью. Если туда, кто с властью, оттуда же, кто с золотом. Это либо власть отнимет деньги, либо деньги купит власть. И поэтому может быть так, а может быть так. И поэтому здесь все на усмотрение человека, который будет над этим думать. А тоже процесс размышления, он очень такой интересный, что если над твоими работами картины-то написаны, они же там, грубо говоря, переживают авторы, вот, то есть это там через 50 лет, а они уже будут там, некоторые картины через 25 лет, у меня есть картина, там 25 лет назад писал, они уже будут в статусе антиквариата. То есть работа 50 лет назад написана, считается уже антиквариатом. Вот. Будет вообще, что такое антиквариат? Антиквариат — это та вещь, которая своей эстетикой пережила поколение. То есть бабушки, внучки приходят к бабушкам, смотрят всякое рухлядь, надо все это выбросить, типа в новую квартиру от бабушки осталось. Тут смотрит: о, нет, подсвечник хороший, бронзовый, это оставим. А вот это, подожди, это тоже от бабушки, тоже ничего себе такого, сейчас такого не делают. То есть когда она переживает поколение и в новом поколении такого не создают, то она как бы переходит дальше. И с переходом поколением она начинает все ценнее, а дальше уже эта вещь уже начинает юридически быть у нотариуса оформлена, застрахована, и вообще где-то так особо на виду не сильно распространяется, потому что это уже предмет ценности, некие фамильные ценности. Поэтому, то есть, интересно вот, делать полотна,
которые, можно же разный жанр в творчестве там, да, у художников, он в изобразительном искусстве, есть разные. Есть интерьерные, допустим, там вот у тебя зеленые занавески, какой-нибудь там такой фиолетовый диван, и если у тебя будет пятно с занавесками и с диваном, то оно не будет сильно брать на себя, оно будет с ними гармонировать. Не важно, что оно, может на нем вообще быть абстрактная форма. Но диван и занавески под это пятно будут смотреться очень хорошо в состоянии. Вот. Можно там помпезная живопись, то есть разные художники, то есть там, вот, пишут портреты там, вот, чиновников, там, какого-нибудь важного человека, который вот сидит на кресле с галстуком, у него все его значки и ордена, все вот такое как бы состояние. А мне интересно писать те полотна, которые, как мне сказал один очень известный искусствовед, Григорий Израильевич Климовицкий, он говорит, ваши работы как будто находятся из параллельной цивилизации, высокоразвитой, высокодуховной. То есть, если бы наша цивилизация развивалась бы как по какому-нибудь другому пути, вот, и формы были бы содержательные, то они могли бы быть вот такие. То есть, если мы смотрим первую цивилизацию, аккадско-шумерская цивилизация, которая нам дала вот циферблат, которая нам дала знаки зодиака, которые вот взяли товарищи, небо разделили на 12 частей, стали наблюдать за звездами, каждое созвездие назвали под определенным. Откуда у людей такие были знания? То есть, у них там и они и сделали и это сам нумерологию. То есть, все вот это огромные знания, то есть, это подтверждает о том, что вот была какая-то процивилизация, которая какие-то крупинки где-то в других цивилизациях проскальзывали. И поэтому, да, но она вот каким-то образом, эта процивилизация, вот, типа, не дожила до наших дней тоже в каком-то конфликте. Хотя, с другой стороны, все древние говорят, что не может быть ничего вечного, если есть начало, то он должен быть какой-то и конец. То есть все, по большому счету, движется там циклично, как говорят, по спирали. Вот в наше время, если спираль идет вниз, то это штопор. Ну, штопор иногда приводит к сосуду, наполненному знанием. Конечно, который откроет его. Я... Смотри, Вань, картина на фоне, она в таком полумраке. Мне отдельно поставить на нее прибор, подсветить? Потом. В смысле, потом? Ну, как, вот в полумраке пусть ставить, ты имеешь в виду тут? Ну, вот женщина, да, ее А так... вы можете потом пройтись, мне кажется, просто, ну, как бы это, дополнение по картинам. Нет, сейчас пусть у нас Нет, то есть мне надо делать яркий акцент на этой женщине, или вот ее видно и ладно? Нет, видно и ладно. Видно и ладно. Все, тогда мы У нас продолжаем. основной герой. Мое ощущение от вашего творчества – это очень увлекательная притча, смысл которой раскрывается не сразу. Я заметил у вас разрисованные камни. Есть хорошая хоку, звучит таким образом. Я камень среди камней, недвижим, безмятежен и сер. Камни двигаются с очень коротким расстоянием и на короткие расстояния, потому что подвинуть камни может либо землетрясение, либо какие-то сверхъестественные ситуации. Обычно камни недвижимы. И камни – это та форма, тот образ, который остается неизменяемым на протяжении очень долгого времени. Что сподвигло вас камню дать образ? Ну, это достаточно, творчество, это же, как бы, грубо говоря, есть некая такая игра, ну, как бы у Германа Гесса, игра в бисер, когда ты пытаешься сделать что-то такое. Вот получилось так, что на машине поехал вот к морю, оказался, значит, сначала на Черном море, а там пляж, галька. Все. Ну, у меня с собой блокнотик, всегда рисуешь. Но вот там, в кафе сидишь или еще что-то, я называю это отпустить руку погулять. То есть, или опять же, это психография. То есть, вот я когда мастер-классы, там, люди приходят, хотят не то, что научиться рисовать, потому что есть понятие, как бы ставить академический рисунок, это надо начинать с азов, как затачивать правильно карандаш, как правильно штриховать и как правильно делать изначально там форму, как рисовать куб, переменить шаг. Вот. А человек хочет иногда вот просто вот, ну, передавать не свой собственный, не реальный мир, который видит он объемный, а передавать мир своих мыслей, своих фантазий. Вот.
а они могут быть какие. И поэтому ты смотришь, если человек хочет, у него стиль, он берет широкую кисть и что-то вот мажет на холсте, ты ему объясняешь, что ты смотри за красотой мазка и за красотой другого мазка, и чтобы эти мазки у тебя были просто в определенном были ритме, и один, другой, чтобы они было, чтобы это было красиво. И из этого уже будет, ну, не надо вот все брать по холсту, вот, а вот здесь надо именно каждый мазок положить на свое место. Тогда у тебя будет красивое, а другой человек линией работает. А ему говоришь, вот попробуй, возьми вот тонкий карандаш, вот тебе листик бумаги, и попытайся весь этот листик бумаги изрисовать красивыми, на твой взгляд, линиями. Вот представь, чтобы красиво упал женский волос. Вот как он может быть вот так, красивые непрерывные линии. И человек просто в расслабленном состоянии, ни о чем не думает, сидит, эти красивые линии пишет, потом показывает весь рисунок и линиями изрисован. Я дальше беру ластик, подтираю в каком-то моменте, показываю, что это. У человека глаза такие, ой, птица. А это что? Ой, вообще животное получилось какое-то. А это ой, цветок получился. Весь какой-то вот в такой форме. Просто лишнее отсекаешь, а все из этих линий остается. И эти же линии я к ним руку не прилагал. Это же чисто вот из твоей головы, из твоей интуиции. Поэтому они могут быть либо вот такие пассивные, либо это может быть вот что-то такое плавное. Это все зависит от характера. И потому что когда человек, почему, допустим, в древнем Китае, когда человека поставить на какую-то должность, там не смотрели на его родословную, а там смотрели на его образованность. И первое, что ему давали, первое, что у него спрашивали, типа, какую поэзию знаешь? Он говорит, знаю Либо, Дуфу, хорошо. Говорит, вот тебе кисточка, бумагу, напиши что-нибудь из их произведений. Внимательно смотрели, как он писал, потому что вот именно так, как он напишет иероглиф, он четко передает его характер. И теперь свои мысли напиши. Человек писал свои мысли, и люди смотрели, то есть, ага, вот здесь у него вот такой штрих, здесь вот такой. То есть можно было определить вот по вот этим, как бы по руке, потому что нашу руку движет определенная часть мозга. По руке можно определить, насколько характер. Вот у меня там книга есть, репринтное издание, Марк Штейн, называется тоже «Психография», где собраны образцы почерки различных, там, начиная от королей, Людовиков, военнослужащих, этих самых служащих, значит, там, учеников. И он показывает, что, допустим, если там ученик, он пишет вот такие вот кругленькие буковки, если служащий, он пишет вот такие буковки убористые, если это князь, то он вот пишет вот почерк, вот, да, вот такой, да, вот на пол листа, да, и вот такой раз в подписанном состоянии. Поэтому вот насколько человек себя свободно чувствует, настолько вот он будет и творить. Поэтому здесь у кого-то здесь это оно вот в таком стиле, в таком. Так вот, значит, рука хорошо работает с блокнотом где-то в кафе или еще что-то, а на море не работает. Вот берешь блокнот, ничего не идет. А я смотрю, камушки лежат, а фломастер есть. Я думаю, дай-ка на камушках порисую. И вот так мне захватило вот этот процесс шум моря. Ты сидишь подальше от пляжа, всех отошел, и ты сидишь, вот один камушек, второй, а так на машине был, какие-то камушки забрал, какие-то были большие камушки, подарил в отеле, они на ресепшн их себе поставили. Ну, состояние, то есть интуитивно ты понимаешь, какой бы мог быть орнамент. А потом, когда читаешь, что у многих древних народов вот орнамент на камне, он назывался, как, допустим, у северных, он чуринга назывался, то есть это предмет силы, который вот он есть, его там куда-то прятали, и понимаешь, что вот этот предмет силы лежит, и он, от него можно там запитываться, и ну, как бы, это концентрация на определенную энергетическую как бы, ну, волну, такое она делается во многих очень культурах. Поэтому ты решил вот так вот, взял с моря, привез вот такие камни. Получается, что сочетание природной формы с орнаментом, с ощущением энергетики собственной в этом сочетании дает физическому объекту какой-то новый конечно, смысл. да. Ну, да, новый смысл дает, новую жизнь, и поэтому просто камень, а так ты раз, как бы какие-то камни там остались, кто-то там будет их находить. Поэтому, а это, с другой стороны, чисто просто вот, как она сама идет, ручка, так она, вот этот орнамент, на нем вот он и получается. Но это же во многих народах, то есть, допустим, те же там яйца, писанки, это языческие чистые вещи, когда там каждый орнамент, он несет в себя определенную символическую штучку, то есть там какие-то они руны делали или еще что-то, то есть там несет. Если это, там, допустим, там солнце, это там дневное, солнечное, если там где-то какие-то звездные, там уже какие-то звездные идут. То есть это все, так скажем, приложение от древних каких-то культур, которые даже можно, если читать про них,
а можно даже что-то чувствовать. Там Платон говорил, что у каждого, и давал такое понятие, как амнезис. Платон заслужил слово амнезия. Амнезис, что душа переживает многие самые рождения. То есть они называли это метапсихоз. Кстати, про метапсихоз и Пифагор тоже говорил. И первые христианские теологи, там этот Оригон Александрийский тоже говорил про метапсихоз. Но там в 325 году на Никейском соборе, значит, конечно, никакого метапсихоза, умерла, так умерла. Все, вот никакого переселения. Ну и так решили, да? Проголосовали. А до этого как бы вот есть амнезия. Можно себя вспомнить, допустим, жившим в древние времена. А особенно это вспоминается, если там практику. Вот я после армии 3 года на крайний север выехал, деньги зарабатывать по комсомольской путевке. Вот 3 года на Колыме работал. И вот из этих 3 лет 6 месяцев провел на сенокосе. Это вертолетом забрасывали в тайгу. И раз пищу на костре готовишь, там в маленьком будочке живет бригада 3-4 человека. И раз в месяц тебе вертолет прилетает, смотрит, сколько ты накосил, потому что там заготовки сена, майское сено одна цена, дальше еще дешевле. То есть, вот. И продукты тебе на следующий месяц оставляют. И опять улетают. Связь с внешним миром, у тебя ни рации нет, ни телефона нет, ничего нет. И вот полгода мне когда знакомые там говорят: Валер, не хочешь с палатками пойти куда-нибудь на 2 дня? Я говорю, я 6 месяцев жил, как бы, да, мне вот с палатками собираться вот дольше, все, давайте на полгода отправимся. И вот ты за собой наблюдаешь, когда свои мысли анализируешь, вот элемент, ты просыпаешься там месяца через 2, уже там через 3, ты понимаешь, что первая мысль у тебя только одна – огонь. Больше никакой мысли. У тебя нет проблем там до курса Доу Джонсона, у тебя нет проблем о встрече политиков на верхах каких-то, даже что-то там, я не знаю, о кризисе, ничего. Первое – огонь, чтобы разжечь костер. Первый костер разжечь, второй – вода, поставить на него воду. Третье – проверить, там порох заряжен у тебя в ружьях, там дробь в какую-то картечь положить, то есть все. Вот. Потом косы, вилы пошли там по России. Вот состояние чистого разума. И вот почему, я не знаю, анализировали, нет, сейчас уже, так скажем, деревенского хозяйства у нас нету, сельского хозяйства, люди в деревнях не живут, а раньше, если анализировали, разводов не было, потому что людям не было времени друг на друга зацикливаться. Потому что он ей там курам дала, поросенку дала, да, говорит, а ты дров поколол. То есть человек постоянно находился в проблеме своих интересов. Он не задавал ей, по-моему, ты, Марфа, меня там как бы плохо анализируешь, или ты ко мне вот относишься не так. Не было, люди занимались своими делами. И жизнь, она как бы вот шла сама собой. Я такое выражение прочитал, когда одной крестьянке рассказали про Анну Каренину, передали текст, крестьянка вздохнула и сказала: эх, корову бы ей, а лучше 2. То есть элемент какой-то такой получается. Через творчество принято распознавать эмоции. Естественно, да. Может ли творчество стать буфером, либо учителем творчества и искусства для того, чтобы решить проблему отсутствия эмпатии среди людей? Можно ли, даже по-другому, наверное, первый вопрос, это можно ли воспитать чувство прекрасного или склонности к творчеству? Можно ли воспитать чувство прекрасного? Это вот, с одной стороны, опять же, насколько есть такое понятие, что каждый человек рождается со своей линией судьбы, со своей линией звезд, да, вот с одной стороны. Вроде бы там вспоминаешь свое детство, то есть ты понимаешь, одному интересно футбол, другому интересно там в бокс, третьему корабль тебе интересно, а другим почему-то интересно вешать кошек. Вот самоутверждение, хотя их родители этому не учили. Но я вот не помню, у кого я читал, что там было объяснение такое, что порождение злобы – это есть отсутствие абсолютного нулевого творческого потенциала. То есть если у человека он не умеет сам себя, есть понятие, тоже выражение такое, есть уединение, есть одиночество. Одиночество – это когда человек одинок, он понимает, что ему скучно, ему надо коллектив, потому что он не может быть один. Вот, ему нужен кто-то. Вот, ему нужен, есть тоже такой эффект постороннего зрителя. То есть, если человек красиво накачал свои бицепсы, у него красивые часы, у него красивая машина, но он стоит во всем этом красивом один на вершине горы и никого нет, а для чего это нужно, никто не видит. А как это? Подождите, а почему это? А как это?
как бы о одиночестве. У нас срочно в какой-то коллектив, чтобы в этом коллективе ставить в рамках доминирования, больше или меньше. То есть элемент происходит классификации, типа, на каком статусе я. И даже в основном это будет обманчивый статус. То есть сейчас в основном богатые, как бы обеспеченные люди, они ходят очень скромно. То есть, а если ты видишь там какое-нибудь там вот просто пальто или еще что-то, это значит, человек хочет у кого-то денег своему как бы занять, либо еще что-то, либо пыль в глаза пустить. Произвести впечатление, да. Вот. Это понятие, как бы есть класс людей, которые испытывают там одиночество. А есть понятие уединения, когда человеку вот хорошо, комфортно самим с собой, со своими мыслями. То есть я себя вспоминаю, то есть там без матери рос, там она в 6 лет умерла, вот, а бать фронтовик, я, в общем, сам себе. И никого дома нет, это вообще отлично, так, посмотреть, что в шкафах лежит, что сейчас мы в это, друзей пригласишь еще, и там как бы ты начинаешь коммуницировать, играть вместе, у тебя свое пространство, то есть тебе комфортно с самим собой, то есть тебе с самим собой не скучно никогда. То есть ты сам себя найдешь чем занять. Книгу почитать, какую-нибудь хорошую, узнать что-нибудь, там, с человеком с умным встретиться, который знает то, чего не знаешь ты, и поделиться. А ему интересно, допустим, твои мысли. То есть это, опять же, когда люди начинают, есть такое выражение, когда в степи встречаются всадники и обмениваются секретами, не остается уже ни одного секрета. Когда они обмениваются монетами, остается все равно у каждого по одной монете. Но они, если обмениваются впечатлениями о жизни, у каждого остается два впечатления, свое и чужое. Чем больше ты как бы обмениваешься с людьми и принимаешь, тем больше ты обогащаешь свою собственную внутреннюю натуру, и тем больше ты как бы даешь людям как бы обогащаться за счет тебя. Тоже вот фраза интересная, там, по-моему, это из Дао Дэ Цзина, что никогда не делайте себе кумиров и не ставьте учителя во главу вашего как бы учения, ибо с любым учением вы сможете принимать ошибки, ибо нет безошибочного учения. Но у каждого берите то, что вам нужно, и учитесь тому, что будет полезно конкретно для вас. И наступит то время, когда кто-то чему-то начнет учиться уже у вас. Таким образом передается мудрость поколений. Это логично, да, потому что как бы некоторые вот четко подбирают, я вот этот гуру, нет, а у меня вот этот гуру, и нет, я вот этот, и все, и люди как бы получается сбиваются в какие-то такие, не знаю, там секты, не секты, а когда ты не имеешь права выбора и собственного этого, тебе сказали, нет, только сырые огурцы и сырая редька, никакого, вареное, не дай бог, мясо, да ты что, не дай бог, все, а другие наоборот, там, типа, третьи, там, да, и поэтому у людей получаются вот какие-то вот такие, человек не может понять другого человека. Вот состояние. Человеку категорично говорит только так, как я, и никак по-другому. Если по-другому, то это все никак нельзя. А если ты воспринимаешь это, что это нравится огурцы, пусть нравится, я вот там мясо поем, там, или еще что-то. Для меня вот элемент, и поэтому вот на уровне воспитания, мне кажется, здесь с одной стороны можно говорить, что смотря есть же тоже теория, там Алан Кардек, который там в Бразилии святой находится, он же целое учение написал такую книгу мистиков, книга медиумов и духов. То есть он там определял, что наши сущности, они могут жить либо уже там какую-то жизнь, уже там 5-ю, 6-ю, 7-ю с опытом, либо она есть неопытная сущность. А раз неопытная сущность, она стремится удовлетворить себя физически. Вот. И потом, если сущность опять переживает, она что-то уже понимает, что нет, физика надоедает. Ну, что да, царь Сарданапал, когда говорил, что я отдам полцарства тому, кто даст мне новое удовольствие. Там никто, не потому что все есть. Какой новый чего? Царь все есть, и царь все. А никто не посоветовал ему творчеством заняться. Если кто-нибудь ему сказал, что вот, типа, вот тебе краска, вот тебе кисточка, что-то такое. Почему не сказали? Потому что это тоже был отдельный удел жрецов. То есть это как бы мало, вот тоже, как иногда в каких-то компаниях, там, художник, начинают относиться, художник от слова худо или еще. На самом деле слово художник это производственное от старославянского слова кудель. Называли художник, кудельник. Кудельник это как бы чудеса. Это чудесник, который из невидимого создает видимое. Вот. И это был уже ранг некого жречества, потому что человек сделал то, на что, допустим, тот же там Рублев, Феофан Грек, да, казалось бы, если мы смотрим так скажем, по энергетике византийской и иконографию, и мы смотрим вот Дионисий, Рублев, да, и мы понимаем, что это абсолютно другое.
Здесь они по-другому эмоциональны. То есть среди, вот я не видел среди вот византийских иконографий, похожих, допустим, на нашего Рублева. А почему? А вот другое абсолютно состояние из невидимого делает вот видимый мир, причем настолько ты понимаешь, что это вот он тонко сделал, настолько все безупречно вот по своей форме, что ты вот смотришь и вот от нее прям вот энергия идет. А если у тибетцев вот есть тоже такое понятие, что и у индусов, что ходить в храмы надо для того, чтобы не дезактивировать святыни. И там приведена такой пример, что важен не предмет, а важна та энергия, которая направлена на этот предмет. Там Александр Дэвид Нуэль, у него книга «Мистики и магии Тибета», она интересную фразу там пишет. В 2014 году француженка, которая 14 лет поэтому по Тибету одна ходила, свои записи оставила. И она пишет, что, допустим, случай описывает. Один путник ехал по горной дороге, и с него ветром сдуло шляпу. Эта шляпа улетела на другой конец пропасти и завязла в кустах. В другом конце там нет ни дорог, ничего, просто вот и шляпа висит. Ну, путник уехал. Снег, дожди, значит, шляпа обветшала, но в кустах, в колючках крепко запуталась. Через некоторое время едет другой человек, видит, на другом конце пропасти кто-то в кустах сидит, да еще шевелится. И у него раз колесо ломается, он злобный демон. Все, колесо починил, быстро оттуда уехал, местным деревенским, это у вас там в кустах злобный демон. Потом другой поехал, тоже увидел этого демона, у него там бык заболел. Другой пришел, в общем, как бы шляпа, она оставалась шляпой, но дорогу эту закрыли, потому что как бы ездить по ней было очень опасно, потому что как ты не поедешь, с тобой 100% что-то плохое случится. Вот, хотя шляпа оставалась шляпой. И второй пример она приводит, что значит, у одной женщины сын занимался торговлей и ездил в Святую Землю, там для тибетцев и там, Индия святая земля. И она ему говорит: сынок, ты каждый год ездишь торговать в Святую Землю, где ходил сам Будда со своими учениками, но привези мне какой-то камешек на память, чтобы мы живем в стране вечных снегов, привези нам хоть что-нибудь такое святыни. Оттуда он говорит: мама, обязательно привезу. Ну, проходит там все торговля туда-сюда, приезжает домой, мама, ну, сынок, он говорит: мама, забыл, вылетел из головы. Она: ну, в следующий раз привези. Он говорит: мама, в следующий раз привезу, все. В следующий раз опять забыл. В третий раз мама его настолько говорит: сынок, я тебе даже узелок на платочке завяжу, ты мне про камушек не забудь. Ну ладно, все, дала ему все. И вот он возвращается обратно, достал, к дому подъезжает, достал платочек утереться, смотрит узелок. Мама, елки-палки, про маму забыл. Смотрит, у дороги череп собачий лежит. Но он взял у него коренной зуб, выдернул у собачьего черепа, в платочек завернул, говорит: мама, что я вам привез, вы не поверите. Я привез вам зуб Бодхисаттвы, ученика Будды, такого-то, такого-то. Разворачивает мама, так, зуб на алтарь, палочки, благовония, свечи. Вся деревня прибежала, надо же, такая святыня. Из соседних деревень стали приходить. Все, с поклонения, службы, в общем, на этот, значит, обряды стали совершать на этот зуб. Говорит: что вы думаете, через 2 месяца зуб засиял и стал целительным. Потому что важен не предмет, а важна та энергия, которая вот на этот предмет конкретно направлена. Ну, как эгрегор, да, состоит. Поэтому здесь вот элемент, может этот человек почувствовать в какой-то период своей жизни, может не почувствовать, сможет он сам развиваться, будет ли ему это интересно. Опять же, здесь на уровне воспитания, я вспоминаю, детство же разные. То есть один выходит играть в песочек, там у него машинки, другая девочка выходит с куколкой, а третий с совочком. Другой: давай я буду совочком строить в песочке дорогу, мы по этой дороге будем катать машинку, а куколку посадим в кузов. Идет коммуникация. А другой выходит с бутербродом, говорит: 41, ем один, мама сказала никому не давать. Стоит рядом, чтобы все его бутерброд завидовали. Поэтому, то есть, вот опять же, как оно разовьется в состоянии вот творчества. Если человек зациклен сам на себя, это достаточно очень проблематично для него, потому что он будет отгорожен от себя будет в собственном вакууме находиться. Неинтересно же общаться с человеком, который любит только зеркало. Поэтому, да, когда человек сидит там и так, ну, слушай, такой красивый, и все. И человек тоже такая любовь к самому себе неразделенная, да, он отражение любит, а отражения его нет, да. Поэтому, это же, опять же, это же трагедия человека, что человек вот в таком рос. А другому интересно одно, второе, третье. Он начинает испытывать, там, как бы, да, одно пытается делать, второе пытается делать, третье пытается делать, что-то в чем-то развиваться. И идет. То есть, мне кажется, все это от этого.
если у человека есть задатки понять красоту, но опять же здесь эта красота должна быть, гармония, она должна присутствовать в мире. То есть я помню, вот первый раз вот в Швейцарии оказалось, когда 92-й год, у них день праздника, день города в Женеве. И вот я смотрю просто на озеро Женева, вечером стоит баржа, и под болеро Равеля пускают на вот глади этого Женевского озера ночью салюты. И салют летит как в небо, так он летит еще и в отражении озера. И ты понимаешь, вот просто огромное, то есть ни милиции, никаких кордонов, никто ничего, состояние расслабленности. И вот народ просто сидит и вот смотрит болеро Равеля, и взлетают вот эти фейерверки красивые. Я думаю, вот, человеку можно им не учить, ничего, ему просто показывать совершенную красоту, и он эту красоту будет воспринимать. Вот. А если сейчас, по большому счету, это шоу-бизнес, ну, элементы культуры, искусства, шоу-бизнес, поэтому в основном делают то, что человек будет принимать на каком-то утилитарном, то есть если музыка же есть как бы как двухтактная, да, есть тональная, есть ритмовая музыка. То есть тональная — это когда человек как бы тоном повышает, это тоном высокоровые пение, этот вот. А ритм — это барабан, опять же, барабаны бывают, то есть многотактовые, там, а сейчас вообще слушаешь музыку двухтактную, раз-два, раз-два, раз, она проще для восприятия. Раз проще для восприятия, то это воспринимают, ну, большинство. А люди очень ведомы, то есть раз все знают, что это, их все знают, значит, оно такое и должно быть. И поэтому, когда ему могут показать что-то, ну, более достойное, он это будет отрицать, потому что он как бы не на этом вырос. То есть если ты будешь ему постоянно говорить, что вот этот эталон, ну, человек будет, ну, наверное, да, это, наверное, эталон. А другого ничего, ну, как бы, ну, хотя, с другой стороны, сейчас доступны, все доступно. Ты можешь, не знаю, там, слушать венскую оперу, ты можешь смотреть там все, что угодно. А все равно вот общество почему-то вот идет по пути такому, как не прогресса, а наоборот, да, упрощение, регресс, да. На месте ничего стоять не может. Оно либо деградирует, либо развивается. И поэтому ты не можешь оставаться в одной точке постоянным. Ты должен постоянно себя чем-то обогащать, чем-то в себя что-то набрасывать вот этот бисер на свою ниточку. Валерий, Смотри, Ваня, если что, свет скоро уйдет, поэтому если конкретика, то да, спрашивай сейчас. Есть выражение «знание порождает печали». Да, во многие силы, да, во многие знания много печали, да. Соответственно, творчество поражает печали? Ну, скорее не печали, а скорее такую серьезность, потому что здесь сложно сказать, во многом знании многие печали, да, из Экклесиаста, да. Здесь ты понимаешь, печаль-то в чем, мне кажется, порождение печали? Когда, по-моему, Пифагор, что ли, он ходил, значит, с учениками, у него же целая, ну, воспринимают Пифагора как в школе, как математика дают, а у него была целая мистическая школа, причем у него были как бы там как математики, так и акусматики. То есть, если в древних понятиях были харизматики, были схизматики, были догматики. Ну, харизматики сидит в яме, ничего не ест, но у него как бы вот все знает, Дух Святой сошел. Харизматики нигде не сидит, пьет вино, все нормально, вот, ходит со всеми, но все его слушают, все ходит за ними. Да? И догматики, которые все книги знают, все, и говорят, так, четко по букве закона, так. А акусматики — это те, которые воспринимают мир за пределами как бы круга, который не посвященного. А математики — это те, которые находятся уже внутри этого посвященного круга. Так вот, Пифагор ходил с учениками, и они у него спросили, говорит, учитель, вы столько знаний имеете, а все ставите под сомнение. Наши знания значительно меньше, чем ваши, а нам картина мира ясна и понятна. На что Пифагор два круга нарисовал. Один большой, а второй маленький. Вот все, что вы знаете, находится в центре этого маленького круга. А то, что вы не знаете, находится за его пределами. А что знаю я, находится в центре большого круга. А что я не знаю я, находится за его пределами. Чем больше ты увеличиваешь знания, тем познаешь границу между неведомым. И поэтому, мне кажется, печаль от того, что ты понимаешь, когда ты узнаешь одно, второе, думаешь, а как? А оказывается, я вот этого не знаю, еще я вот этого не знаю, и вот этого не знаю, и вот этого не знаю, и вот этого не знаю. Потом узнаешь, опять граница раздвинулась, потом ты понимаешь, а вот это еще непонятно. Вот это ты постоянно для себя открываешь, и ты понимаешь, что нельзя объять необъятное.
То есть вот из-за этого получается как бы Печаль знания. да, печаль знаний, да, что ты понимаешь, что как бы ну, не все тебе доступно как бы в знании, но ты как бы имеешь возможность какое-то понимание чувств, то есть ты можешь чувствовать, то есть на уровне у нас есть чувства как тактильные, у нас есть осязание, зрение, да, также у нас есть чувство восприятия, и поэтому вот это чувство восприятия, оно даже вот на уровне интуиции, оно может вот, как бы его можно развивать, оно может работать, ты можешь этого не понимать, но ты можешь это чувствовать, то есть состояние, да, то есть человек говорит, ну типа я ничего не понимаю там в вине, а ты зачем понимать, ты попробуй, если оно тебе нравится, то оно нравится. Если оно кислое какое-нибудь, это, то оно тебе не нравится, какой бы оно марки не было. Ну, вот мне это вино не нравится, какое-то, а вот это мне вино нравится. Или там, я не понимаю гастрономии. Ну, ты попробуй этот вкус блюда. Если тебе вкус блюда нравится, значит, ты чувствуешь его. Зачем понимать? То есть, надо чувствовать. И поэтому, то есть, между пониманиями и чувствованиями тоже разные моменты есть, да? То есть, Понимание чувств. Далай-лама сказал, что ожидания или привязанности порождают разочарование. Есть ли, если анализируя всю биографию и все творчество, есть ли разочарование, либо работы, которые не отпускают, которые постоянно триггерят какое-то состояние? ну, здесь элемент бывает, если иногда работы переписываешь, а потом берешь и закрашиваешь его. То есть здесь на уровне ты понимаешь, что получилось не так, как ты чувствовал, как оно должно быть. То есть тебя не устраивает самого что-то вот в этой работе, или ты понимаешь, что можно сделать лучше. Причем, если так анализировать, вот я смотрю, допустим, свои работы там 25-летней давности, да, допустим, я их писал быстро и просто было эмоциональные, то есть раз, хоп, все они такие, да, менее прописаны, ну, как бы вот они были более, так скажем, динамичного плана. То есть сейчас уже хочется не динамики, а сейчас хочется вот безукоризненности, так скажем, формы. Хочется уже вот сделать что-то такое безупречное, которое ты понимаешь, что до тебя никто не делал, и после тебя не повторить, потому что здесь как бы уже своя техника наложения краски, своя техника, то есть как использовать фактуру, то есть ну, даже некоторые там ребят пытаются копировать, спрашивают, там можно делать копии, я говорю, ну ладно, пожалуйста, указывай автора, ну, чтобы копию вот там, и человек там, в Сибири или еще что-то художник, ты понимаешь, он пишет картину, ты понимаешь, что не получается у него. То есть, ну, то видно, что вот это, ну, не моя рука. То есть видно, что потому что здесь вот детали, еще что-то, еще что-то. А так ты за себя вот элемент за себя так, свой собственный вкус должен утвердить. И элемент вот ожидания, то есть опять же, когда говорят про будущее, будущего нет. Будущее – это то время, в котором мы живем сейчас, с точки зрения нашего прошлого. То есть, грубо говоря, когда мы были в школе, мы мечтали, ой, мы закончим школу, и вот тогда, вот когда мы уже потом, вот тогда, да, это уже наше настоящее, то есть будущее, про которое мы мечтали в школе. Когда мы были там, дети у нас там были маленькие, ой, вот дети подрастут, и вот тогда, вот сейчас дети подросли, вот оно тогда уже и настало. То есть сейчас мы находимся вот в этом элементе. То есть надо понимать, что жизнь, если ты к ней относишься как в данный момент, в данное время, и смотришь через проекцию на себя со стороны, то есть ты понимаешь, что ты живешь в каком-то собственном мире, и ты сам имеешь право делать этот спектакль. То есть ты понимаешь, что не, вот в эту пьесу я ввязываться не буду, и вот с этим партнером тоже в одном кадре стоять тоже не хочу. То есть он имеет право существовать, но он пусть как бы в своем кино снимается. Или там тебя что-то приглашают, и говоришь, что, ребят, это не мой спектакль, как бы, да, я здесь зачем буду. И поэтому, то есть ты понимаешь, что вот твой мир, это твой мир, который окружает тебя. А тот, который не окружает тебя, его не существует. Он существует, может быть, где-то в других мирах, у других людей. И поэтому, то есть, кричать, бегать, что-то там, это ты понимаешь, что вот нет, зачем? Мне мой собственный мир, я его сделал. Если бы кто-нибудь мне сказал там, ну, лет 40 назад, что ты вот в 56 лет будешь вот находиться в таком состоянии, я бы был бы очень доволен. Ну, как бы, ну,
все нормально, чего желать большего. То есть, опять же, элемент, когда говорят про финансы, деньги, это единица, она не постоянная, а она чисто относительная. То есть денег не может быть много или мало. Их может быть либо больше, чем у кого-то, либо меньше, чем у кого-то. Если ты соотносишь все время с тем, у кого их больше, у тебя их будет всегда мало. Если ты будешь смотреть на тех людей, у кого их мало, вот, у тебя их будет достаточно. То есть это вот элемент как бы вот такого, мне кажется. Валерий, а у вас был творческий кризис? Ой, даже такого, если не идет, допустим, картина, то можно просто взять себя занятие, ну, я не знаю, там, лепкой, вот я делаю мелкую моторику, вот эти делаю там, и вырезаю из дерева, можно взять и натягивать холсты, делать грунт, красить рамы, то есть, ну, как вот состоит, когда человек говорит, не, ничего не хочу, нет, у меня кризис, ну, делать что-то надо, то есть, можно в мастерскую браться, можно, ну, я не знаю, там, поехать на рыбалку, можно себя занимать чем угодно. Вот я там из лука стреляю, там вот ножи кидаю, бросаю, то есть на гитаре, на всех инструментах играю. То есть самого себя можно развлекать не обязательно тем, что вот ты должен создавать. То есть работаю каждый день. Но иногда бывает вот как бы не идет. Вот, делаешь не то, делаешь не то. Ну, можно отвлечься от состояния. Как бы, опять же, тоже этот элемент, есть понятие, если мы внимательно рассуждаем, есть название, допустим, увлечение, это то, куда человек движется, да, увлечение. Есть понятие отвлечения, то, что человек как бы отходит от этого движения. Есть понятие развлечения, то есть ты начинаешь как бы, ну, от этого влечения как бы разворачиваться в другую сторону. То есть, ну, как бы отпустить это движение, а потом его догнать. Поэтому, то есть, если человек постоянно находится в развлечении, у него нет никакого движения никуда, да, он постоянно. Ну, одно и то же. Все развлекаешься, все. Движение, не идешь никуда. Свой путь Дао должен же это, ну, искать свой, идти по своей стезе. Типа, кто ты, зачем родился, что хочешь оставить, и вообще, что тебе в этой жизни радует. Вот. И поэтому, если наступает какой-то момент, что ты понимаешь, что не идет работа, можно сделать, не знаю, там, на гитаре поиграть, что-нибудь, кино посмотреть, картины, рамы покрасить, грунт сделать, холст натянуть для будущих работ. А когда ты как бы сделаешь подготовительно, в этот момент у тебя хочу. Это опять же даже на уровне, или взять другую работу писать. То есть я мог бы сравнить это на уровне такой метафоры, что если ты долго пишешь одну работу, это как будто ты находишься в общении с одним и тем же, с одной и той же сущностью. А это общение с одной сущностью тебя может уже как бы, ну, есть понятие, там люди устают друг от друга, да, поэтому если там каждый день к тебе будет сосед заходить и разговаривать по душам каждый вечер, то на протяжении там, ну, не знаю, месяца ты уже будешь прятаться от этого соседа, смотреть в дверной глазок, опять сосед пришел, меня дома нет, все. Вот. Но стоит как бы прерваться, когда, допустим, с человеком, когда долго некоторое время не видишься, с ним общаешься, как будто давно не виделись, все это как рад, давай пообщаемся, что нового у тебя, что нового. И поэтому стоит работу отложить, взять другую, а потом через некоторое время к ней возвращаешься, и ты 100% знаешь, что тебе, как тебе дальше с этой работой вести себя, то есть что было не так и как надо доделать. Тогда она идет. Валерий, скажите, пожалуйста, а какой самый долгий срок от замысла до воплощения? Ну, у меня где-то были работы, которые по году писались. Вот стоят работы, там второй год пишу. Просто их, вот они стоят, как бы дописал, потом отложил, потом опять чуть-чуть опять дописываешь, опять. Ну, где-то второй год пишу. Но вместе с этой работой пишешь другие работы. То есть это тебе сразу идет как бы несколько незаконченных работ, какие-то работы в подготовке, какие-то еще надо дописать. И поэтому, когда ты видишь работу, с которой ты там прервал свое взаимоотношение, может быть, там, 4 месяца назад ты писал, но она еще не готова, ты ее ставишь на мольберт, и ты понимаешь, что вот сейчас надо 100% вот здесь, и вот здесь, и вот здесь вот доделать. Да, акцентик вот здесь сделать, она заиграет тогда. Потому что до этого ты понимал, что-то вот не то. Вот, нет было такой вот удовлетворенности от осознанного. А здесь, понимаешь, вот надо вот это добавить, и тогда вот будет играть. Вот этот момент осознанности, он приходит извне, либо он может быть стимулируем какими-то действиями. Это первый вопрос.
Ну вот, элемент вот этой осознанности, это опять же тоже это некая тайна, то есть как, откуда это происходит, то есть да, древние, когда общались, когда делали мистерии в Древней Греции, когда делали мистерии, то есть суть мистерии была в чем? Чтобы ты значит, общение с божеством. Причем не то, что на тебя сходит Святой Дух, а ты сам ходишь в Бога. Это получается, как у них называли, энтеос. То есть ты вошел в божественное, то есть ты стал его частью. Не он духом тебя осветил, а ты в него вошел, в божество, в энтеос. И у них на мистериях был, значит, элемент, чего они добивались на мистериях? Они добивались элемента экстасиса. Экстасис – это выход по древнегречески. Человек должен был выйти. Откуда он должен выйти? Он должен был выйти из своего состояния. А состояние жизни греки определяли как биос и зосис. Биос – это общее от рождения до смерти, поэтому пишется биография. И зосис – это, значит, общая жизнь на всей земле. Вот как бы зоосфера, зоология – это идет вот состояние изучения всего живого. И человек выходит из своего биоса. И когда он выходит из биоса в экстасисе, он может впасть либо в хаос в изначально, либо в космос. То есть хаос деструктивный, а космос красота. Это у них же по Теогонии и Гесиода изначально были боги, значит, изначально был хаос, который под воздействием Эроса превратился в космос. Космос – это красота, порядочность. То есть, грубо говоря, опять же, метафорически. Вот. И каким образом, значит, если вот мы сравниваем, то есть на стадионах по футболу, да, допустим, или на тяжелой музыке, люди впадают в состояние, значит, экстасиса, но они в состоянии экстасиса выходят, после этого они не стихи пишут, да, они витрины бьют или еще что-то, когда если, да, по милиции их надо сдерживать, смотреть, чтобы ничего колющих, режущих не было у этих граждан с собой. Вот. Одна элемент экстасиса, вот как бы хаотическая. А люди, которые после консерватории выходят, допустим, да, их не проверяют на предметы там колющего, режущего, они не бегут с криком, типа там Вивальди наше все, значит, там крушить машины, да, они почему-то одухотворены, они смотрят на звезды, они там после этого хотят еще, значит, что-то такое, то есть у них мысли какие-то, у них вот этот космос, то есть вот элемент красоты, элемент хаоса, он очень как бы зависит от того, насколько человек подготовлен к этому. И вот у них в мистериях, каким образом ты должен быть подготовлен к этому экстасису, чтобы в хаос не войти, ты должен быть подобен божеству. А божество, оно беспристрастно, оно ничего не хочет, оно уже высшее создание. Поэтому ты не должен все свои страсти отбросить. То есть ты не должен в этом экстасисе, типа, вот только бы заработать денег, только бы, я крутой буду, самый, только бы все знали. Вот не это состояние, это будет, значит, деструктивное, хаотическое. А состояние, вот именно ты не понимаешь, как оно, ты сосредоточен именно вот на этой гармонии. И эта гармония, вот как бы ты ее считываешь. Ну, наверное, может быть, действительно откуда-то из новосферы, как по Вернадскому или еще откуда. Потому что сложно сказать. Иногда мистические случаи просто за 30 лет, они, если их описывать там, в какой-то биографии, там, читатель поймет, что это, это реально придумали, такого быть не может. А такие вот случаются. То есть, грубо говоря, там, картина была написана, но не знаю, там еще там было такое полотно, написано, не помню как название, но в общем идея такая, что большой слон, большая плоть устрашится что-то маленького, что-то писка, в общем, там, что большой слон боится мышку. Вот интересно было сообразить. А как сделать на холсте, что слон большой, а мышка маленькая, типа слона большой надо писать. Я сделал в таком расфокусе в профиль, на всю высоту картины, профиль слона. Вот выписал аккуратненько его там морщинки, фактурку сделал, он в таком расфокусе. И у него глаз слона по центру испуганный. А напротив слона веточка такая японская, такая выписанная, красивая. На этой веточке такая мышка сидит напротив его глаза. Вот. И вот это полотно проходит года 3, наверное, 4. У меня я на выставке уже полотна возил за границу. И вот звонок мне товарищ один говорит: ой, слушай, мне твои картины ребята увидели, хотят в мастерскую приехать, хотят своему боссу на 90-е годы еще, хотят своему боссу подарок сделать. Вот не знаю чего, хотят что-то со смыслом. Вот то, что чего, одну и ту же бутылку коньяка передаривать там постоянно на день рождения. Хотят, чтобы подарок и со смыслом. Вот, я говорю, ну пускай приезжают. У нас заезжают люди, вот заходит в мастерскую такой коллектив ребят,
видит этого слона, который у меня стоит первый в стопке, молча, ничего не говоря, подходит к нему, крестится, забирает, выносит. Последнему говорит, с маэстро рассчитайся. Вот. И вечером, говорит, Валер, с тобой все хотят познакомиться, вечером завтра приходи, будем в ресторане второй день праздновать. Прихожу, один сплошной мужской коллектив, и все спрашивают, ты когда, давно полотно написал? Я говорю, 4 года, наверное, назад. И все говорят, вот это да, как так? Спрашивают, в чем дело? Они говорят, мы голову ломали, не знали, что подарить. И дело в том, что у нас его босса еще со школы, они все спортивные ребята, еще со школы, Кликуха, слон. Он здоровый от рождения, и вообще никто его не остановит, идет как это. Единственный, кто им рулит, это жена его молодая, которую зовет моя мышка. Мы эту картину внесли вот на руках в ресторан просто аплодировал. Ну, кто мне сказал, как это притянулось, что именно конкретно. И вот, а я даже и смотрю на этого слона, он реально похож вот на этого юбиляра, ну, которому было просто ну, как бы и лицо, и морщины, вот все. Ну, просто как будто я его видел. А таких случаев много было. Вот, просто там. Или крысу, я в Латвии выставки были у меня 3 года подряд, 96-98 год. Значит, это спонсоры Джонни Уокера, они устраивали мои выставки и рекламную кампанию делали. Вот. Ну и знаю, что выставка опять состоится, значит, опять выставка состоится, думаю, надо что-то к новой выставке сделать. И вижу, у меня холст метр на метр 50 такой, вот, что загрунтованный, думаю, как его вертикально поставить или горизонтально. Так вспоминаю интерьер галереи, вижу, так, ага, у них там есть стеночка такая кирпичная, туда как раз там она не сильно высокая, туда горизонтальное полотно подойдет, вот как раз вот в эту галерею. И не знаю почему, вот решил крысу написать в 1,5 метра, но вот она вся вот у меня вот декоративная, вся в драгоценных камушках, в узорах, все сижу, выписываю. Ко мне товарищ заходит, он говорит, а он пейзажи писал, в соседней мастерской тоже работал. Говорит, Вальчик, попьем? Я говорю, давай. Он смотрит, что, крысу все пишешь? Я говорю, да. Он говорит, ты маньяк конченый. Я говорю, почему? Ну ты уже 5-й месяц эту крысу пишешь. Я за 5 месяцев, знаешь, сколько уже пейзажей морских сделал? А ты все сидишь, пишешь. Ты можешь себе представить человека, которому эта крыса нужна будет? Вот такой, люди же оценивают, себе покупают, что голубое небо, голубое море, а ты вот крысу. Ну красивая, конечно, да, в орнаменте, но кто говорит, ну не знаю, посмотрим. И вот вернисаж, открытие выставки, и мне на выставке говорит, вот человек хочет вот вашу крысу, уже приобрел деньги, уже перечислил, хочет с вами непосредственно познакомиться и выразить вам свое, значит, восхищение. Подхожу, человек перед крысой стоит, мне руку жмет, говорит, Валерий, говорит, я в искусстве ничего не понимаю, вот сейчас с работы шел, мне друзья позвонили, сказали, зайди, говорит, в галерею, художник забавный, интересный выставляется. Я зашел, как увидел крысу, и понял, это то, что мне нужно, что вот, я не подозревал, что такая картина может в мире существовать. Вот. Ну, я думаю, все, говорит, завтра же в итальянский багеты стиль барокко делаю, и себя в кабинете над креслом скажу, чтобы повесили. Вот. Дает мне визитку. Я читаю там доктор Назаров. Там медицинский значочек. Я думаю, интересно, кабинет доктора Назаров, в чем он лечит. Я спрашиваю, а вы в какой области медицины? Ну что, санэпидемстанция. То есть кто мне сказал, что будет, вот, как бы придет человек вот в этот пути, в этот момент, и на него это произведет впечатление. Сложно сказать. Здесь надо элемент понять, есть же понятие такое, как бы в дзен-буддизме, как бы увэй, иероглиф, да, неделание. Но это не просто неделание, это не сопротивление тем обстоятельствам, которые складываются в данный момент. То есть ты вот лови течение, вот этот катарсис, и ты смотришь, что вот сейчас вот это вот по этому течению как бы плавно ты движешься, и как бы все, оно само тебе поможет. И у нас осталось 2 финальных вопроса. Наверное, я его озвучу таким образом. То есть, смотри, пока ты не задал, немного осталось по времени? 2 вопроса. Ну, ладно. Да. Что вызывает у вас стресс? И как вы с ним боретесь? Стресс, стараюсь вообще стресса избегать, то есть по большому счету. То есть, стресс, если ты видишь глупых, злых людей, но это опять же, если они рядом, и если нет возможности от них дистанцироваться, то есть, потому что ты понимаешь, что надо. Если ты видишь несправедливость, но это опять же тоже не стресс, то есть если ты видишь, что обижают слабого, ну как бы, да, если обижают женщину, если ты понимаешь, что как бы никому, никто не помогает, если ты понимаешь, что как бы требуется твоей помощи, то здесь, не то, что стресс, а здесь просто здесь элемент к действию уже четко, идет. А так это все надо стараться этого, как есть такое выражение, что любая страсть перестанет быть страстью, любая проблема перестанет быть проблемой, если вы ее будете осмысливать. То есть надо просто осмыслить, что в данный момент происходит.
Если ты осмысливаешь все это, оно уже перестает быть каким-то вот эмоциональным, каким-то вот таким моментом. То есть Неконтролируемым. Неконтролируемым, конечно, да. Надо четко это все вот осмыслить, воспринять, что да, посмотреть со стороны, как это вот все делается. И поэтому здесь вот элемент там, отвечать там, жесткостью на жесткость, смысла тоже никакого нет. То есть, ну зачем это там, да? А хотя бывает иногда провоцируют, то есть люди просто, как бы ты говоришь, ну, типа, ну, хочешь побороться, пойдем в спортзал сходим тогда, ну как бы, что ты меня, здесь нельзя, вот на видеокамеры здесь снимают, да, здесь сразу человек, потому что по большому счету люди ведут себя реактивно, то есть тебя толкнули, ты толкнул, типа тебе нахамили, ты нахамил, то есть тебя в автобусе как бы обозвали, да так как знаешь, полавтобус сейчас выбежит состояние, да, то есть, ну, это. А если ты это пропускаешь сквозь себя, то есть вот понятно, что как бы это к тебе не относится, это все как бы пролетело. То есть ты понимаешь, что человек в данный момент чем-то разозлен. В данный момент человек, как бы его довели до этого, а обычно, когда человека доводят до нервного срыва, он пытается это нивелировать за счет того, что он этот нервный срыв передаст другому. Причем доводят его одни, а отыгрываются на других. То есть, да, вот, кажется, если человек на работе, начальник его обхамил, обругал и все остальное, он промолчит, но зато при первой возможности он это как бы будет высказывать, ну, как бы в другом моменте, это все будет передаваться. И когда он передаст, у него, ай, как хорошо, отругался, хорошо, да, и поэтому здесь вот надо понимать, что ни в коем случае это не воспринимать, вот эти элементы. А вы какую-то палитру чувств и эмоций, близких к ярким и увлекающим, в своих полотнах передавали? Нет, ну это естественно, да. То есть если вот здесь вот женщина там это одна в одном стилистике, а это уже вот в другом стилистике написано. Если это вот как бы вот такая эмоциональная позиция, то здесь вот уравновешенное такое состояние по позиции. Поэтому здесь, да, здесь элемент эмоциональности. Ты понимаешь, что даже люди бывают как бы вот именно на эмоциональности одни реагируют, а другие реагируют наоборот на сдержанность, на какую-то вот такую, да. Поэтому там для кого-то не нужна эмоциональность, для кого-то наоборот, она живет, она эмоции. То есть, получается, если эмоция передается через творчество, вы прочувствуете эти эмоции, фиксируетесь на их визуализации и, передавая, насыщая это смыслом, даете возможность транслировать эти эмоции. Конечно, да. И которая это получается как консервация эмоционального состояния во времени. То есть, Творчество, консервация эмоционального состояния. во времени, конечно, да. Люди заходят, когда в мастерскую, они говорят, ой, здесь какая энергетика. Я говорю, ну, конечно, энергетика. Вот это 2 года, а это там 6 месяцев вот, там, в 5-м году, это там 4 месяца в 10-м году. То есть здесь как бы для человека время прошедшее, это, ну, не знаю, там, для кого как какие-то переваренные продукты, да, состоит, что он съел того, что там, ну, сношенные ботинки. А для творческого человека это постоянно то, что он оставляет после себя какую-то вещь, над которой он кропотливо думал и кропотливо над ней работал. То есть размышлял, что это не просто как вот, а вот он понял, что эта композиция, эта форма, она должна быть именно вот такой, чтобы она в себе держала какое-то содержание, чтобы потом из этой формы взяли вот какую-то информацию. Эта информация будет храниться потом, ну, вот ходим по музею, ходишь, ты смотришь, там, допустим, там, Врубель, там вот такая информация, да, допустим, там раз, там, Серова, вот такая, Маковский, вот Давайте, такая. Валерий, еще раз проговорим. Творчество – это концентрированная эмоция, переданная Да, во времени. во времени, конечно, да. Давайте, вот только вы скажите. Да, вот. А творчество – это концентрация эмоций, переданная во времени. И финальный вопрос у нас очень такой он философский, но нам надо быть кратким, потому что он ограничен таймлайном. Сам вопрос. Ну, то есть там ответ будет, по сути, сжат до одного предложения. Да, ну, условно. Но смотрите, в чем смысл. Наш проект называется «9 ламп». То есть, по большому счету, мы записываем истории людей, которые умеют правильно использовать свой мозг. Так мы называем людей, которые практикуют какие-то духовные, созерцательные, медитативные практики Востока. Людей, которые занимаются нейрофизиологией, изучают наш мозг с точки зрения западноевропейских методов. Людей, соответственно, которые интеллектуальной деятельностью зарабатывают себе на хлеб, и людей, связанных с творчеством. Потому что творчество – это одно из качественных моментов. Вот 9 лам, одно из показаний миссии ламы на Земле – это раскрыть ученика.
И вот сейчас вот мы импровизированно предлагаем вам свободно трибуну на 30 секунд для обращения ко всем 7 миллиардам 800 миллионов. Вот что бы пожелал бы Валерий Миронов всему человечеству за 30 секунд? Я пожелал бы, чтобы люди обладали возможностью как чувствовать, так и осмыслять того, что они чувствуют. Ибо мыслить. Ибо мыслящий человек плохих вещей делать не будет, потому что плохие вещи делаются реактивно. А если человек именно будет мыслить, то он найдет другого человека, который тоже мыслит. И они будут делиться мыслями. А так как мысли, они находятся, ну, не знаю, вот определенного характера, они находят единомышленников, и они находятся вот в ноосфере в какой-то, да, состоянии, то эти мысли ты можешь там разделять, ты можешь свои мысли делать, ты можешь их анализировать, да, свои мысли, чужие мысли смотреть, читать много. То есть все мысли, они же, вот это творчество, оно же и записано, начиная с Аккадско-Шумерского периода, который 6000 лет назад, это самое древнее, допустим, это первый источник. То есть, когда там читаешь, жил Гильгамеш, царь Урока, трижды огражденного, что там о повести Гильгамеша, да. Все это, и ты понимаешь, что это, да, вот древняя поэзия, там, Гомера, читаешь, это же на уровне какого-то, люди понимали, это свой код, когда каждый грек раньше там знал, вот это, допустим, наизусть он же помнил, там, воспой богиня гнев Ахиллея, Пелесова сына, многие, которые Ахейном, 1000 бедствий содеял, да, и если человек, это находилось у него внутри, да, и это либо ты культурный человек, эллин, либо ты варвар, потому что этой культуры не знаешь. И поэтому, то есть, приобщаясь как бы к культуре, приобщаясь к мыслям, приобщаясь к сознанию, то есть быть осознанным. Если человек осознанный, то у него как бы все будет нормально. Он найдет такое же осознание вокруг себя и будет счастлив. Вот если человек неосознан, он будет постоянно метаться вот в этой ловушке как бы своих сомнений, своих там, как бы амбиций, и из нее выхода не будет. Отлично. Резюме. А еще раз, если одной фразой, 30 секунд обращения Валерия Миронова ко всему миру, можно строчками из работы, можно такое. Хорошо. Лозунг нам нужен. Да. Я написал одно полотно, долгое время не знал, как его назвать. Полотно, оно и в Манеже выставлялось, полотно, потом покажу на картинке. Полотно изображало череп, был большой, это 1,50 м в высоту, он весь был декоративный в орнаменте, на этом черепе были лавровый венок, в глазницах этого черепа был виден часовой механизм, во лбу черепа была замоченная скважина для ключа, где третий глаз, и рядом с ним 2 ключика. Вот идея была картины такая, что лавры, венец лавровый, достается не коробке, коробка это временный элемент. Лавры достаются тому механизму, насколько он слаженно в ней работал. И вот долго не знал, как написать, какое название, а потом вот оно раз, вот это озарение, и текст такой: все приходит и уходит, что вставляет, то заводит. Отлично. Спасибо большое.